Мераба, хош гельденес, arkadaşlar. Друзья, вот и прошло 100 серий турецкого сериала «Клюквенный щербет». Сегодня вы увидите обзор 100-й серии, а также анонс к 101-й серии. Итак, Дуа видит Фатиха вместе с Дефне. Вопросов больше, чем ответов. Конечно же, Дуа подумала, что Фатих ей изменяет. И все ее подозрения были правильными. Фатих пробует объясниться с женой, но слушать его она не хочет. В таком состоянии Дуа садится за руль и уезжает. Фатих пробует ее догнать. Но у него ничего не получается. В этот момент Дуа вспоминает свои хорошие моменты вместе с Фатихом. Кстати, ей посоветовала Мири приехать на этот день рождения. Все из лучших побуждений. Сумес одна, и она очень напугана. Женщина идет вдоль набережной. В ее кармане есть номер телефона, и девушка, которая там прогуливалась, смогла позвонить Кывылжим. Фатих и Дуа возвращаются домой. Все горит. На их крики сбегаются женщины из дома. Нилай придет в самый неподходящий момент, и, естественно, Фатих сорвется и на ней. Дуа просит, чтобы все вышли. Она не хочет никого видеть. С ней останется Ишил. И поверьте, в этой ситуации Ишил станет тем человеком, который поможет этой паре. Ишил умоляет Дуа, чтобы она осталась на эту ночь в этом доме, чтобы не беспокоить ни маму, ни бабушку. И Нурсима услышала крики. Нурсима и Ишил обменяются любезностями. Все как обычно. Ишил пойдет поговорить с Фатихом. Конечно, он от нее не в восторге и помощь принимать не хочет. Но ему придется это сделать, если он хочет остаться вместе с женой. Омер и Кывылжим находят Саумес. Они сильно перепугались. Саумес рассказывает, что произошло. Оказывается, Берель покончила с собой, оставив при этом очень много вопросов. Саумес сильно испугалась. Зюлькар в этой серии уезжает в деревню и пропустит очень важное событие. Ишил пишет сообщение Дефне, она хочет встретиться. Кстати, она уже все рассказала Абдуллаху. Фатих входит утром в комнату, но Дуа видеть его совсем не хочет. Дуа переживает очень сильную обиду. Кывылжим позвонит Мирии и сообщит о том, что случилось с Саумес и Берель. После ее слов, естественно, Мири ничего не расскажет о ситуации Дуа и Фатиха. Ведь Кывылжим и так сильно перенервничала. За завтраком все напряжены. Приходит Мири и рассказывает о том, что произошло с Саумес. Даже Мустафе стало интересно, в порядке ли госпожа Саумес. Также они узнали о том, что Берель сделала с Севиляй. Но господину Абдуллаху сейчас нужно поговорить с сыном. Фатих все объяснит отцу. Севиляй созвонится с Кывылжим, с ней все в порядке, и в скором времени она вернется. Омеру позвонят из полиции и расскажут, что случилось с Берил. Она действительно покончила с собой. Уже нашли ее тело. Эта женщина не просто так попала в их жизнь. Сейчас мы узнаем правду. В тот момент, когда Кывылжим и Омер попали в аварию, помните, еще есть один погибший. Это был муж Берил. Он погиб в той аварии, а она в этот момент была беременна и потеряла ребенка. Вот так она решила мстить, но, слава богу, у нее ничего не получилось.
О том, что случилось с Берил, узнает и госпожа Суде. Мы видим, какой уже животик у Кевилл Джим. Ей позвонит дочь и постарается поддержать. Дуа понимает, что матери сейчас не до ее проблем. Нурсема и Нилай думают, как им избавиться от Ишил, которая совсем никуда не собирается уходить. Но в ее жизни, друзья, будут перемены. Это тот самый Лео, о котором она рассказывала ранее. Он опять врывается в жизнь Ишил. Сумес приняла некое решение. Чтобы не быть обузой ни дочери, ни ее семье, она решила отправиться в дом для пожилых людей. Фираз, похоже, приревновал свою маму Гёкхану, ведь и Гёкхан называет Асуде теперь мама Асуде. Ишил приходит на встречу с Дефне. Ну и эта беспринципная Дефне рассказывает, что произошло. Ишил все запишет. Ну и естественно, Фатих, после того, как все услышат эту запись, будет оправдан. Кевилл Джим читает записку, которую оставила ее мама. Госпожа Сумес уже в доме престарелых. Здесь, в принципе, неплохо. Здесь люди ее возраста. И она сразу найдет друзей. Но остаться здесь она не может, ведь для этого есть какая-то серьезная процедура. Фатих приходит к Омеру и рассказывает о том, что с ним приключилось. Кайхан нашел продюсера для Севтап. За всем этим будет очень интересно понаблюдать. Госпожа Сумес хотела бы здесь остаться. Она видит проблемы тех людей, которые здесь живут. Ну и неожиданно для нее там появляются Кевилл Джим и Омер. Они пришли, чтобы ее забрать. Также в этой серии поднимется вопрос таких мест, где живут пожилые люди. Омер после разговора с Сумес решил им помочь. Нилай и дальше продолжает терпеть выходки Мустафы. Лео звонит Ишил и назначает встречу. Этот разговор подслушает Нилай и немедленно побежит к Нурсеме. Они встретятся в отеле, и поэтому Нурсема немедленно звонит Фиразу. У нее должны быть фото. Фираз обещает помочь. Нурсема думает, что таким образом избавится от Ишил. Севтап узнает о том, что вечером Кайхан запишет клип для продюсера. Она должна серьезно подготовиться. Мири поддерживает Дуа. Мири действительно очень хороший человек. Ишил встречается с Лео. В этот момент их снимает человек Фираза. Лео хочет от Ишил $100 000, иначе он покажет их интимное видео господину Абдуллаху. Ишил совсем не может терпеть этого человека. Нурсема получает видео, не понимая того, что происходит за тем столом. Ишил встречается со своим подельником и просит, чтобы он разобрался с Дефне. Он должен отдалить ее от отеля. Дефне позвонит Ишил и пожалуется, что, возможно, это проделки Дуа. Ну а Ишил, похоже, оставляет Дефне в своих подругах. Ведь, возможно, она еще ей понадобится, чтобы уничтожить жизнь Дуа. Вечером, перед ужином, Ишил все же включит то видео, и все узнают правду. Фатих оправдан. Прослушав запись, Дуа понимает, что была не права. Но и Фатиху не стоило помогать этой Дефне. У Нурсемы тоже есть праздник, и его она оставляет на десерт. Мустафа сходит с ума, ведь, друзья, он не принимает препараты, которые ему прописал доктор. Он постоянно обижает Нилай. Ну и, наконец-то, Нурсема решила показать те фото, которые сделал человек Фираза. Метехан вместе с отцом и Кевилл Джим отправятся в дом для пожилых людей.
Лиман приболела, поэтому Кайхан отправляется в дом Севтап-1. Итак, за ужином Нурсима уже готова взорвать бомбу. Новость шок. Перед всеми она показывает новость, где Ишил вместе с Лео. У всех вызывает это какие-то непонятные чувства. Господин Абдуллах тоже не понимает, что происходит, но на удивление всех он совсем не верит своей дочери. И Нурсима со злостью уходит из-за стола. Фараз предупреждает свою жену, что такими методами она в скором времени останется одна. Кайхан снимает клип с участием Севтап. Кому это может понравиться, совсем непонятно, но, возможно, и у нее есть своя аудитория. Метехан и Омер приезжают в дом Совмес. Они договариваются о том, как завтра проведут день. Ишил поговорит с Абдуллахом и все ему объяснит. Она не расскажет о том, что Лео ее шантажирует. Прекрасно видеть Дуу в таком настроении. Фатих хочет сделать для своей жены сюрприз. Но Анилае придется и дальше терпеть выходки Мустафы. Он совсем невменяем. Нилай звонит матери и рассказывает о том, что она переживает в этом доме. Фатих и Дуа прекрасно проводят вечер. Видно, что они счастливы. Нужно, чтобы это счастье они не упустили. Пускай с этого момента в их отношениях все будет хорошо. За завтраком все молчат. Господина Абдуллаха это немного напрягает. Все будут сегодня заниматься своими делами. Как вы видите, Нурсима совсем не успокаивается и решила продолжать свое дело. Севиляй приходит в дом госпожи Сомес. С ней все в порядке. Лео звонит Ишил, и она вынуждена взять свои драгоценности, которые ей подарил Абдуллах. Она должна их продать ради того, чтобы дать этому человеку деньги. Мустафа входит в комнату, где Мири. Мири его реально боится. С появлением Дуа он уходит. Нилай все больше не может вытерпеть своего мужа. Асуде встречается с Абдуллахом. Они немного поговорят, и Асуде понимает, что господина Абдуллаха напрягает то, что Фираз и Нурсима живут в его доме. Асуде решила поговорить с Нурсимой и зовет ее на чай. Нилай отправляется поговорить к доктору. Шансы на выздоровление Мустафы не так уж и велики. Возможно, их отношения с Нилай не наладятся. Дуа и Мири приходят, чтобы навестить госпожу Сомес и уделить ей время. Конечно, они ничего не расскажут о том, что происходило в их доме. Ишил продает драгоценности и берет деньги. Нилай придет к матери. Севтап поддерживает свою дочь. Нилай не должна давать себя в обиду. А Нилай счастлива за то, что у матери все получается с ее пением. Лео приходит на встречу с Ишил. Он забирает деньги, но Ишил совсем не дура. Она понимает, что он в скором времени попросит еще. Она запишет видео, в котором Лео признается в том, что он ее шантажирует. Теперь он может забрать деньги и убираться навсегда. Асуде встретится с Нурсимой и откровенно поговорит. Она хочет, чтобы у ее сына уже были дети. Нурсима расстроится, обидится и уйдет. Все как обычно. Омер проводит сегодня хороший день для госпожи Совмес с ее новыми друзьями. Ишил навещает Абдуллаха. Своим приходом она устроит
серьезную неприятность Юсуфу. Ведь его отчитает господин Абдуллах. Ишил хочет знать, всегда хочет знать, где находится ее муж. Мустафа достал Нилай, поэтому она оставляет Абдуллаха вместе с ним и уходит. Но Мустафа даже 1 минуту не смог побыть с этим ребенком. Госпожа Суме скажет речь. Сегодня здесь все прошло отлично. Ну и Нурсима говорит о том, что у нее есть очередной сюрприз. Уже эта семья так устала от сюрпризов, но все же. Перед ужином их ожидает гость. Этого гостя ждет Нурсима. Ну и когда он приходит, наши герои будут в шоке. Это тот самый Лео. Нурсима, похоже, с ним связалась. Но она даже не подозревает, в какую опасность она себя бросила. Сейчас она думает, что победила в этой истории она. Но это совсем не так. Ведь Ишил совсем не дура, она все, похоже, это предусмотрела. Одному Мустафе весело из-за того, что происходит. Итак, сейчас уверенность Нурсимы очень сильно пострадает. Ишил покажет фото, на котором Нурсима дает деньги Лео. Ну и вся семья, включая даже Фатиха, не поймут сестру и то, что она делает. Все начнут обвинять саму Нурсиму. В доме начнется грандиозный скандал. Абдуллах прогоняет Нурсиму из дома. Но она говорит, что никуда не собирается уходить. Это дом ее матери. Как же все печально в этом доме. Все здесь несчастливы. Такими действиями, возможно, в скором времени Нурсима оттолкнет от себя Эйфраза. Кывылджим и Омер, похоже, опять решили пожениться. Метехан забирает из дома Кывылджим. Сегодня их должен ждать счастливый день. Но, друзья, так не будет. Ведь в дороге случится что-то очень плохое. Какой-то парень ранит Метехана. Ну и, друзья, так как мы знаем, Метехан в конце этого сезона покидает сериал, то можно предположить, что все будет очень плохо. Метехан раненый на руках Омера. Его отвозят в больницу, но будет ли шанс у него выжить, пока что непонятно. Метехан прошептал Кывылджим, похоже, о том, что когда у них родится сын, чтобы они назвали его Метеханом. Итак, друзья, что ждет нас в следующей серии, мы узнаем очень скоро. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, дабы ничего не пропустить.